Всем привет, с вами Владислав. Сегодня я нахожусь в индустриальном музее Mitsubishi. Когда мы слышим Mitsubishi, я думаю, многие думают только об автомобилях. Но в Японии это целая технологическая империя. И сегодня я пришел посмотреть, чем живет японская инженерия и почему здесь такое отношение к технике. Уже на входе бросается в глаза, что музей построен как история развития технологий. На стенах целые панорамы, как Япония переходила от простых механизмов к сложной промышленности. Здесь хорошо видно, что для Mitsubishi это не просто бизнес, а длинный путь от судостроения и заводов начала века до современных систем, которыми пользуется вся страна. Первый большой блок посвящен транспорту. И что интересно, здесь рядом стоят и поезда, и макеты кораблей. Mitsubishi исторически занималась и железными дорогами, и судостроением. Поэтому все это показано как единая система перемещения людей и грузов. Смотришь на эти модели и понимаешь японский подход. Техника должна быть тихой, точной и максимально безопасной. А вот, наверное, самый интересный экспонат. Макет целого города. Можно нажимать кнопки и видеть, как работает инфраструктура. Подача электричества, водоснабжение, очистка воды, транспортные потоки. По сути, это наглядная модель того, как живет современный японский город. Мы в обычной жизни не задумываемся, что за поворотом крана или включением кондиционера стоит огромная система электростанций, труб, насосов и заводов. А здесь все показано буквально в одном масштабе. В Японии вообще есть ощущение, что комфорт это не магия, а результат очень точной инженерии. От макета города логично переходит к энергетике. Турбины, генераторы, промышленное оборудование. Все то, что обычно скрыто от глаз. Mitsubishi делала и делает системы, на которых держится обычная жизнь. Заводы, порты, электростанции. И музей как будто напоминает, за тихими японскими улицами стоит огромный технический фундамент. Представьте, что в ближайшие десятилетия Япония будет выглядеть именно вот так. Я думаю, что это вполне реально. Переходим в морской блок. В центре этого зала стоит Shinkai 6500, легендарный японский глубоководный аппарат. Число 6500 означает максимальную глубину погружения – 6,5 километров, почти предел для работы человека в океане. Именно на таких аппаратах ученые исследуют дно, тектонические разломы и ищут новые формы жизни. Рядом банки с существами, поднятыми с этих глубин. Выглядят они как-то что-то инопланетное, потому что живут без света и при огромном давлении. Здесь же можно посмотреть, как устроены подводные лодки, манипуляторы и системы связи. Понимаешь, что Mitsubishi это не только машины и поезда, но и технологии для самых экстремальных мест планеты. Получается интересный контраст. Япония одновременно смотрит и в космос, и в глубины океана. А Shinkai 6500 – символ этого инженерного любопытства. Ну и раз я уж сказал про космос, давайте зайдем в космический блок. Космический зал здесь – это место, где хочется задержаться подольше. Главный центр внимания – два настоящих ракетных двигателя, которые стоят прямо посередине. Огромные сопла, сложная система труб, металл, переживший экстремальные температуры. Вживую это выглядит совсем не как на картинках. Рядом установлен экран, где можно подробно послушать про каждую часть двигателя. Как подается топливо, как формируется тяга, за счет чего ракета вообще способна поднять десятки тонн в космос. Очень круто сделано. Ты не просто стоишь, смотришь на железо, а начинаешь понимать его логику. Дальше две отдельные комнаты, которые буквально переносят тебя в космос. Экраны, звук, ощущение масштаба орбиты, будто стоишь рядом с МКС и смотришь на Землю сверху. Особенно впечатляет, когда осознаешь, что часть этих технологий делалась здесь же в Японии. Есть и игровые интерактивы. Например, можно собрать свой самолет, попробовать разобраться в аэродинамике, управлении и конструкции. Музей вообще сделан так, чтобы техника не пугала сложностью, а наоборот, вызывала любопытство. И снова удивляешься. Та же Mitsubishi,
который мы все знаем по машинам и поездам, работает и с ракетами, и с орбитальными модулями. Без громких лозунгов, просто шаг за шагом двигает технология вперед. Здесь такая вот интересная карта истории, как вообще развивалась космонавтика с древних времен, начиная, да, 1926 год. Идя вперед, 1961, 75, 98, заканчивая 2009 годом. Очень прикольно все продемонстрировали. Какие были ракеты, какие были первые космонавты. Кстати, даже Юрий Гагарин здесь есть. 1961 год. Первый человек, покоривший космос. Валентина Терешкова тоже. Спутник-1. Приятно видеть наших. Меня впечатлило то, что в музее очень много детей с родителями. Это не просто прогулка, а настоящее знакомство с инженерией с самого детства. Родители приводят сюда детей, чтобы они увидели, как работают поезда, ракеты, энергетика, море. Не из учебника, а вживую, через макеты и интерактивы. Наверное, поэтому в Японии такое отношение к технике. Ее начинают понимать не во взрослом возрасте, а буквально с первых школьных лет. И это чувствуется во всем, что здесь создается. В данном музее всего 2 этажа. Вот, ну и в принципе я бы не сказал, что это прям огромный музей. Но все равно здесь все довольно подробно и качественно продемонстрировано. Можно понять историю японской инженерии и технологий, как это все развивалось с давних времен. Но самое главное, что мне здесь понравилось, то, что здесь есть такой интерактив с различными предметами. Можно понажимать кнопочки, посмотреть различные видео, и, так сказать, ощутить и почувствовать технологию на своем опыте. И вот, наверное, главное, что меня восхищает в Японии. Здесь новыми открытиями и технологиями почти никто не хвастается. Японцы изучают космос и океан молча, без громких заявлений. Я, например, вообще не знал, что Mitsubishi создает модели для орбиты и участвует в таких серьезных проектах. Здесь просто делают качественно, четко и надежно. Без лишнего шума, без показухи. Технологии совершенствуют не ради красивых заголовков. Наверное, в этом и есть настоящий японский подход. Делать большие вещи тихо.